So let's have a look at really what SSL makes for the home studio, or for the project studio. Давайте посмотрим теперь, в общем-то, что SSL может предложить для студий такого типа, для домашних, project студий, собственно, для того, что большинство из нас с вами использует в своей повседневной жизни. Будем называть вещи своими именами. И это хорошо. So the first product is going to be the X-Rack, which is here. X-Rack is basically a Lego kit of all the building blocks of the SSL consoles. То есть фактически это набор Лего для того, чтобы собирать нужную вам конфигурацию из всех возможных модулей, которые доступны на Solid State Logic. Obviously, it's not as cheap as Lego, and it's built a lot better than just plastic. But the idea is you can create any system that you want. Конечно, он не такой дешевый, как детский конструктор Лего, но он сделан не из пластмассы и позволяет сделать любую систему, которая вам нужна. So we have 8 modules available, or 8 slots that you can put in different modules. Соответственно, доступно 8 слотов в одном рэке для того, чтобы поместить туда любые из невыпускаемых модулей. 8 слотов одновременно. So we have a whole range of modules. These are the silver modules, and these are the super analog sound. So we have a mic pre, we have a compressor and gate, and we have a 4-band EQ. Соответственно, на данный момент есть хороший рейндж этих модулей. Значит, так называемая серебряная линейка – это модули, сделанные по технологии супераналог. То есть это, собственно говоря, ну, можно так сказать, это звук консоли 9000-х. Значит, мы имеем входной модуль, микрофон инструментальный, мы имеем модуль динамики, модуль эквализации. I need a password for the computer. Отличаются друг от друга. Я думаю, что можно будет услышать. Можно будет услышать. Obviously, this isn't the best listening environment, but you get an idea of the character and the sound. То есть идея характера звука и различия здесь будут слышны. Естественно, это не студийные условия, но тем не менее. And obviously we have technical problems. It's a PC, that's why. Buy a Mac. Every time. Just out of interest, has anybody worked with SSL before? Кто-то работал с продуктами SSL до этого? Okay. Consoles? Консоль? X-Rack. Okay. Что конкретно? Anybody want to buy SSL? Or use SSL in their home studio? Okay. Okay, we're working. So just a simple drum loop. So first of all, we're going into the mic pre. So the mic pre is very clean, very transparent. You can have mic, line, instrument in. There's a variable impedance for the DI, and it also has 2 filters, high and low pass. Сейчас мы попробуем послушать модуль микрофонного предусилителя, уже записанный драмлуп, но просто как работают фильтры и так далее, как он разгоняет гейн. So the filters. People who love SSL filters just by using it for mixing as well, just carving out EQs. В данном случае для микширования даже можно использовать. То есть он работает как достаточно серьезный эквалайзер. Хотя, конечно, он предназначен для рекординга, естественно. То есть это просто, в общем-то, фиксация. So next we have the compressor and gate. Сейчас, соответственно, компрессор, модуль динамики супераналог. Now, with SSL compression, there is no attack dial. It is auto-sensing, either between 3 and 20 milliseconds, or you can set it to a fixed 3. Соответственно, особенность компрессора от SSL в том, что у него нет плавной регулировки атаки. То есть там используется автоопределение времени атаки от 3 до 20 миллисекунд. То есть он автоматически вылавливает нужную атаку для best for the source. Yeah. So all you need to worry about is the ratio and threshold, and you can get a really punchy sound. Естественно, регулировка трэш-холда, уровня компрессии, все это присутствует. So if I just go and set my
ratio, just do it randomly, and start playing with the threshold. Also, it's got a lot tighter. Then you've got the fast attack. Есть Take away the front. кнопка быстрой атаки. And the compressor can either be peak or RMS sensing. И, соответственно, он может либо пики вылавливать, либо среднюю мощность сигнала. And then you've got the gate. Obviously, there's a lot happening with this drum loop, but it's trying to tighten it. And then we have the 4-band EQ. 1, 2, 3, 4, 5. Соответственно, 4-колонный серии сигнала. So again, this one's very good for surgical work. You can really carve out the frequencies. Да, вот что важно, эквалайзер SSL очень хорошо для такой хирургической работы, когда нужно, не создавая лишних артефактов, очень глубоко вмешиваться в сигнал. Собственно, этим они и славятся. So that's the silver. So very nice, very sweet. But then we have the black. The black is very coloured, can be a lot more aggressive and add more character to the sound. И, соответственно, линейка черных модулей. Черный преамп, черная динамика, черная эквализация. То есть они имеют гораздо больше характера, гораздо больше артефактов в звуке. Ну, собственно, то, что в рок-музыке так и ценится. То есть, mostly for the rock guys. For the rock guys, although I love the black EQ, it's my favourite. The sound is, yeah, the way sweeps the frequencies. Well, listen. So the first, черный эквалайзер нравится больше. so the mic preamp, it has what we call VHD. VHD is actually an analog distortion circuit. Many of our customers said to us, look, we love clean, but we love colour too. So we developed a circuitry where you can have nothing, or you can start introducing second or third harmonic distortion. Соответственно, микрофонный модуль отличается тем, что там присутствует так называемая технология VHD, Variable Harmonic Drive. То есть это фактически управляемый дисторшн, который позволяет добавить в сигнал либо вторую гармонику, либо третью, в зависимости от того, что нужно, более чистый или более искаженный сигнал, либо оставить or nothing. Yeah, you can have nothing, or you can add the colour. Well, let's have a listen. So here I can just increase the drive. Увеличили уровень, практически разгоняем микрофон. Сейчас эти гармоники, то есть пошел дисторшн. До предела. So you can get really nice colour, you can go extreme. Можно очень экстремально, так сказать, вмешаться в сигнал. Great on snares, on drums. So also with this, we have the filters. Здесь тоже есть фильтры, разумеется. But we've also included the listen mic compressor as well. So it's not going to sound like a compressor like you expect, it's just going to be a little bit squashed. Соответственно, здесь как раз присутствует listen компрессор, о котором мы начинали говорить вначале. Ну, получается очень сжато, очень смято, но не часто то, что нужно. So for doing some hip-hop, doing some nasty rock, you can get so much out of it, it's brilliant. Да, то есть действительно здесь очень много можно получить тональных вариаций, которые многим интересны, Then we've got the black compressor and gate. This one you have to push a little bit harder. Соответственно, черный компрессор уже вот в отдельном модуле, где нужно еще больше получать. Значительно больше окраски слышно, гораздо больше своего характера в звуке, чем в стерео. And again, you've got the fast auto sensing. But the gate is a lot faster on this. И гейт здесь гораздо быстрее, чем в супервелл. Now the other one didn't get this tightness. We think it's a loop, but we can define it just like kick and snare.
black EQ. и черный колонок. Гораздо больше окраски, сами слышно, такой более красочный. Again, get so much color out It's of much more tonal shaping tool It is. instead of surgical. It's more creative, you're kind of really feeling the music. То есть, да, если сравнить эквалайзер с серебристым, он действительно хирургический, а черный он намного более творческий инструмент. То есть реально появляется некое новое звучание навсегда. So, the next module are the summing modules. Следующая серия модулей это модули сумматоров. Значит, здесь они не присутствуют, но because we don't have them on stage, because we've got the next summing facility here. You know, a few years ago, before we had some of these additional products, people wanted to build a mixing console in the X-Rack. So we had three modules, the master module and two inputs modules. То есть, соответственно, до появления того, что вы видите здесь, об этом позже, многим нужны были функции сумматора solid-state logic. Соответственно, это было выпущено, продолжает выпускаться. Это очень интересное решение, которое позволяет сделать очень интересные конфигурации. Соответственно, мастер-секция, фактически базовая мастер-секция микшера нормального. И два типа модулей. 4-канальный входной модуль с регулировкой громкости панорамы и 8-канальный без регулировки громкости, просто в нулевом режиме. So yeah, so the one in the middle is good for individual channels. You have level, pan control, there's an insert in every channel. Or the other one is for just stems. You don't need to control the levels, you're coming straight out of the converter, but you're getting the sound of the big analog console in a small package. Соответственно, ну вот опять-таки вот 4-канальный модуль хорош для индивидуальных источников, когда нужно регулировать панораму громкость, ну для живых, можно так сказать. Соответственно, 8-канальный, очевидное применение это какие-то группы, какие-то выходы из синтезаторов, где, собственно, уровень регулировать-то и не надо. Ну и, соответственно, вот используя эту линейку, можно при помощи X-Rack построить фактически очень компактный, многоканальный линейный микшер со звуком большой консоли SSL. The next module, the most famous thing that we make, is the stereo bus compressor. И вот следующий модуль, это, возможно, самый известный, самый знаменитый из всех, которые компания сделала, это стерео-бас-компрессор. This is the one piece of equipment that we make that I think that everybody who is serious about mixing should own. It glues the mix together, it holds it together and just makes it sound like it's a hit record. Соответственно, то есть это тот продукт, который фактически о нем думают все, кто думает о микшировании на серьезном уровне. То есть это компрессор, который действительно позволяет сделать такую не совсем заметную вещь, но чрезвычайно важную, которая отличает хороший микс от плохого, как склеить его, собрать, сделать его единым. But also you can use it for drum groups doing the parallel compression technique. So, очень хорош для групп ударных, соответственно, для техники параллельной компрессии. So I have the same loop. То же самое. I can really squash it. Вот мы его сейчас собираем. I mean that's really heavy duty. We can just have very light compression. Сейчас совсем чуть-чуть, совсем немного компрессии. I've got the dry version and the compressed version. So the trick is normally you have your drums, you would group them to the bus, compress them and then bring the compressed under the dry. Ну, естественно, известная техника, когда мы берем, группируем барабаны, компрессируем их и подвешиваем к сухому.
Now, when you're mixing with the bus compressor, you start with it on. It's not something you add at the very end. You have to really work the compressor, put everything into it, and that's how you get the big sound. То есть, соответственно, нужно действительно работать с компрессором, то есть не просто, то есть, ну, работать как с инструментами. И вот в этом ключ к успеху хорошего звука. So we have the X-Rack, which I've talked about with all the 8 modules, but maybe you don't want 8 modules of SSL X-Rack, but maybe you want a couple. You want a couple of mic pre's or EQs or the bus compressor. Соответственно, не всем нужно 8 модулей одновременно, далеко не всем. Многим нужно просто парочку. Два модуля каких-то, например, там, эквалайзер или просто бас-компрессор, больше ничего. Соответственно... So we brought up the Minx, and this takes 2 modules of any of the range. You can pass it around, everyone can have a feel. Соответственно, есть продукт под названием Minx. Это фактически шасси только на 2 модуля. Шасси только на 2 модуля. So it's very portable, you can put it in your bag, the wife can take it in her handbag. It's, you know, the ideal product for having SSL in the project studio, in your own studio. То есть, соответственно, он, естественно, он портативный, его можно использовать где угодно, то есть брать его с собой, например, куда-то на выездную запись. И что немаловажно, это продукт, который позволяет сохранить то качество, но уменьшить количество, что зачастую просто многим нужно. Now, the one difference between this Minx and the X-Rack is total recall. The total recall that I mentioned that we had on the very first SSL consoles, we have it in this product as well. Единственная разница, в Minx нет функции Total Recall, которая имеется в X-Rack. Соответственно, все модули, модули X-Rack поддерживают технологию Total Recall, и имея контроллер Total Recall, мы можем использовать все то же самое, что вот в больших консолях присутствует, то есть запоминание и восстановление всех параметров модуля. The way it works, so you have internal memory, 32 slots. So say we worked on a track today, we like all the settings, so we store it. Next week we come back, next year we come back, we want the same settings. So we enable total recall. Соответственно, 32 ячейки памяти, в которые запоминаются различные настройки всего X-Rack, соответственно, всех установленных модулей. И вот вы видите, то есть мы вызвали какой-то из пресетов, и на всех ручках мы видим указания, что с ними делать. So we can see it's flashing, telling me that some of the modules have changed. So where it's red, it means that the dial is too far to the right. So I have to turn it. When the light goes out, it's in the right space. Соответственно, если мы видим, что верхние светодиоды мигают, это означает, что все модули требуют восстановления параметров, где-то что-то нужно восстановить. Соответственно, если над ручкой мы видим красный, значит, это означает, что ручка стоит слишком далеко вправо, ее нужно крутить влево. До тех пор, пока не погаснет. So when the module is in the right place, this light stops flashing, and I can go to the next one. So this is a really good system for analog recallability.